Всем привет! В конце 2020 года были представлены долгожданные смартфоны Vivo X60 и Vivo X60 Pro на базе 5-нанометровой однокристальной системы Exynos 1080. И данное решение было, скажем прямо, действительно интересно, ведь купить смартфоны Vivo X60 и Vivo X60 Pro можно было на старте продаж за 3500 юаней, примерно $550, и 4500 юаней, около $700 соответственно. На данный момент линейка смартфона Vivo X60 насчитывает 6 моделей. Это достаточно много. Оказалось бы, куда больше. Но совсем недавно в сети появилась информация, что компания Vivo готовит еще один смартфон под названием Vivo X60T Pro. Что немаловажно, он уже сертифицирован в Китае. Следовательно, официальная премьера и продажи совсем не за горами. Стоит отметить, что гаджет получил достаточно отличные технические характеристики. Итак, основные фишки смартфона Vivo X60T Pro — это мощный, энергоэффективный процессор от компании MediaTek, а именно Dimensity 1200, AMOLED-экран диагональю 6,44 дюйма, основная камера на 64 мегапикселя, ну и, конечно же, целых 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт своей флеш-памяти и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Итак, первое, что хочется отметить, смартфон Vivo X60T Pro построен на однокристальной платформе от компании MediaTek, а именно Dimensity 1200. А это представитель топовой линейки, сочетает в себя впечатляющие характеристики, современную архитектуру и радикально низкую для такого класса цену. 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 19 января 2021 года и изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу, имеет одно ядро Cortex A78 на 3.0, 3 ядра Cortex A78 на 2.6 и 4 ядра Cortex A55 на 2.0. Vivo X60T Pro оснащен экраном AMOLED диагональю 6,44 дюйма. Разрешение, как и у всех конкурентов, Full HD+. Напоминаю, особенность AMOLED-дисплеев является то, что каждый пиксель является самостоятельным источником света. Система управляет каждым таким элементом независимо от остальных. Во время отображения черного цвета соответствующий пиксель не светится, а когда показываются смешанные оттенки, он выдает повышенную яркость. Именно поэтому экраны AMOLED демонстрируют отличную контрастность и максимальную глубину черного. Во фронтальной камере применяется датчик разрешением 16 мегапикселей. В основной камере датчики разрешением 64 мегапикселя и 2 мегапикселя. Какие именно будут представлены датчики, на данный момент информации, к сожалению, нет. Также смартфон получит аккумулятор емкостью 4000 мАч. Конфигурации памяти у смартфона Vivo X60T Pro будет 3, 664, 8128 и 12 256 гигабайт. Толщина смартфона составляет 7,79 мм. Масса 167. В качестве операционной системы используется Android 11 с фирменным интерфейсом FunTouch OS. Новая OS обладает рядом новых функций. Vivo стремится к единообразию своих приложений. Все приложения по умолчанию имеют белый фон, а текст и изображение черный или синий. Конечно же, есть и темная тема. Есть расширенная функциональность для создания снимков экрана разной формы. Функция записи экрана с возможностью использовать микрофон для комментариев пользователя. Для геймеров также предусмотрен режим Ultra Game Mode, который блокирует оповещения во время игры для большего погружения в игровой процесс, если так можно сказать. Также совсем недавно стало известно, что компания Vivo готовит к выпуску смартфон нового поколения. Предполагается, что он войдет в семейство Nex. Но самое главное, что в основу смартфона ляжет будущая флагманская платформа от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 898. Напоминаю, этот чип будет изготавливаться компанией Samsung, как ни странно, по 4-нанометровой технологии. В наличии одно мощное ядро Cortex
X2 с тактовой частотой 3,0 ГГц, а также 3 производительных Cortex A710 с частотой 2,5 и 4 энергоэффективных Cortex A510 с тактовой частотой 1,79 ГГц. За обработку графики отвечает высокопроизводительный ускоритель Adreno 730. Но что это за такой новый смартфон? По предварительным данным, название ему Vivo Nex Fold. И все сразу: что это? Уже это обратно мега-планшет двойной. Это говорит о наличии гибкого дисплея. Устройство получит поддержку быстрой зарядки аккумуляторной батареи мощностью не менее 44 Вт. Кроме того, сообщается, что после выхода новой модели семейства Nex дебютирует смартфон серии IQ 9. Их основой также послужит процессор Qualcomm Snapdragon 898. Ну что же, ребята, на мой взгляд, очень и очень хорошо, что компания Vivo где-то там не сидит у себя в Китае и не делает простые смартфоны. Все-таки вы должны понимать, что данная компания стремится на мировой рынок, и это очень хорошо. На европейский, потому что американский рынок, на мой взгляд, не сильно и интересен компании Vivo, а вот европейский рынок на достаточно хорошем уровне. Телефоны действительно покупают. Если взять лет так 5 назад и кому-нибудь скажи, что у меня смартфон Vivo, все сразу: Китай, подвал, Китай, то сейчас это достаточно неплохие смартфоны, учитывая стоимость данных гаджетов. Как вы знаете, вообще серия X60 действительно у компании Vivo получилась восхитительно. Мы получаем максимум возможностей за минимальные деньги. Так и тут мы должны получить достаточно неплохой смартфон с крутыми топовыми характеристиками. Это очень хорошо. Vivo X60T Pro получит, самое главное, процессор от MediaTek. Прошли те времена, когда Дракон просто уничтожал всех конкурентов. Сейчас MediaTek, пожалуйста, выпускает очень и очень хорошие процессоры. Также и компания Huawei выпускает Kirin, также и компания Samsung, Exynos и так далее. Vivo X60T Pro получит Dimensity 1200. Это очень крутой процессор на данный момент. Это действительно топовое решение, которое может вам предоставить, ультра настройки в топовых играх, что немаловажно. 12 гигабайт оперативной памяти поможет вам в этом. AMOLED экраны решайте сами. Некоторые любят AMOLED экран, некоторые любят IPS экраны. Вот и все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.